Если вы следите за уровнем сахара крови или столкнулись с диабетом, то наверняка стараетесь питаться правильно. Но вот в чем проблема. Даже полезные на первый взгляд продукты могут провоцировать резкие скачки сахара. И об этом стоит знать. Меня зовут Ирина Кумышева, я врач-эндокринолог-диетолог, и в этом ролике я расскажу вам о 5 гарнирах, которые особенно опасны для диабетиков. Объясню, какие из них вызывают резкие скачки сахара, почему они могут привести к осложнениям и чем их можно заменить. А самое главное, в конце видео я дам вам полезные советы и альтернативные гарниры, которые помогут контролировать уровень сахара и питаться сбалансированно. Поэтому смотрите до конца, будет очень полезно. Итак, почему некоторые продукты могут вызывать резкие скачки сахара? Первое – гликемический индекс. Второе – способ обработки или приготовления продукта. И третий фактор – это сочетание с другими продуктами. Основные принципы выбора гарниров. Первое – это гликемический индекс. Что это такое? Это коэффициент, который показывает, с какой скоростью усваивается продукт, с какой скоростью всасываются углеводы в кровь и, соответственно, как быстро повышается сахар крови. Хотела бы обратить внимание, что чем ниже гликемический индекс, тем медленнее продукт будет повышать глюкозу. Второй пункт – это степень обработки продукта. Чем меньше обработан продукт, чем меньше термически вы его обработали, тем медленнее будет усваиваться этот продукт и, соответственно, медленнее повышать сахар крови. Здоровый человек без диабета вряд ли ощутит какие-то скачки глюкозы в зависимости от гликемического индекса и степени обработки продукта. А вот пациент с диабетом, он четко будет ощущать скачки сахара в зависимости от того, какой гликемический индекс был у продукта. Соответственно, после высокого повышения глюкозы будет ощущать слабость, сонливость и упадок сил. Топ-5 вредных гарниров, если у вас сахарный диабет, которым не стоит отдавать предпочтение. Первое – это манная каша. Почему не стоит ей отдавать предпочтение? Потому что манная каша имеет достаточно высокий гликемический индекс и практически не содержит клетчатки. И, соответственно, минут через 15-20 после ее употребления мы отмечаем высокий скачок глюкозы крови. В качестве альтернативы можно рассмотреть овсянку небыстрого приготовления, булгур или гречку. Второе – белый рис. Почему не стоит его рассматривать часто как гарнир? Потому что также он имеет высокий гликемический индекс, и при употреблении его он быстро всасывается в кровоток и быстро повышает глюкозу крови. Альтернативой белому рису отлично будет служить бурый рис, красный рис, либо рис басмати. Третье. Макароны из муки высшего сорта. По сути, это та же мука, которая быстро повышает сахар крови. Как альтернативу мы можем рассматривать макароны из чечевицы, из зеленой гречки или цельнозерновые макароны. Важно варить макароны аль денте, чтобы медленнее они переваривались в кишечнике и, соответственно, медленнее повышали сахар крови. Четвертое. Быстро растворимые каши. Почему нет? Потому что они прошли гидролиз, и при употреблении их моментально всасываются в кровоток и повышают сахар крови. Альтернативой могут послужить цельные крупы. Это овсянка грубого помола, перловка и гречка. И пятое – это картофельное пюре. Почему им не стоит баловаться? Потому что в таком виде картофель имеет высокий гликемический индекс. А если мы сюда еще добавляем сливки или сливочное масло, то еще и насыщаем их жирами. Альтернативой может служить картофель, отваренный в мундире, причем вы можете есть его прямо в мундире, и запеченный картофель. Как правильно выбирать гарниры? Следует помнить, что отдавать предпочтение нужно медленно усвояемым углеводам, таким как гречка, булгур, киноа, бурый рис, красный рис, полба и прочее. Почему? Потому что медленно усвояемые углеводы, они, исходя из названия, медленнее всасываются в кровоток, соответственно, медленнее повышают глюкозу крови, не вызывают таких резких скачков, как быстрые углеводы. Контролируем степень обработки продукта. Чем меньше мы варим и готовим продукт, тем медленнее, соответственно, он всасывается в кровоток, потому что кишечнику нужно приложить больше усилий для того, чтобы этот продукт переварить. Соответственно, глюкоза повышается, но не так резко, как при длительно обработанном употреблении продуктов. Ну и третье, сочетаем углеводы с белками и клетчаткой. Давно доказано, что употребление с углеводами клетчатки и белка также замедляют всасывание углеводов в кишечнике, что также не приводит к резким скачкам глюкозы в крови. И помните важное правило: не стоит бояться исключать углеводы, стоит их правильно подбирать и правильно сочетать с другими продуктами. И тогда не будет у вас резких скачков сахара крови по глюкометру.